Приветствую! Сегодня расскажу о важном инструменте, который необходимо установить вам сразу. То есть зайти на сайт, зарегистрироваться. Как зайти на сайт? Внизу под видео этим будет называться ссылка «Бесплатная регистрация в программе аналитики». Переходите на нее, попадайте в это приложение и регистрируйтесь. Чем важно в трейдинге постоянно чертить и анализировать графики. Важно, чтобы ваша история сохранялась, и вы могли завтра, когда проснулись, понять, что вы думали, и где цена была и куда она пришла. Вот у нас есть инструменты, это линия тренда, где мы также можем понимать уровни сопротивления и поддержки. Также вот здесь вот важно сделать такой магнитик для того, чтобы если мы без магнитика, у нас ничего не привязывается никаким свечам, и нам может быть труднее быстро найти уровень, от которого рисовать. То есть здесь мы взяли, он автоматически выставил уровень, и мы примерно уже понимаем, где находится цена. Также, когда вы сделали такие манипуляции, вы можете поменять, более тоньше сделать, более толще, сделать другой цвет. И тип. Ну, допустим, оставим пока так. Далее, у вас с левой стороны есть еще много разных инструментов. Смотрите, попробуйте каждый в использовании, что это такое, как она действует. Далее у вас есть следующие опции, раздел, где мы видим, можем натянуть сетку FIBA, можно натянуть так и смотреть на уровне коррекции. Далее у нас здесь есть очень много разных и виллы, и разных других инструментов. Почитайте, посмотрите. Следующее у нас есть кисть. Здесь мы можем отобразить, какое может быть движение этой цены на данный момент. Сверху у вас есть таймфреймы, вы можете менять их на 4 часа, на день. Видеть более глобальную ситуацию, где у нас уровни поддержки глобально должны быть, да, где сопротивление. Здесь мы можем добавить текст, ваши мысли. Возможное пробитие канала. Это все сохраняется у вас. Вы сделать отметки, сноски и так далее. В этой опции у нас есть волны Эллиота, где мы можем отобразить раз, ну либо так, А, Б, С. Либо более глобально смотреть. Опять А, Б, С. Есть еще интересный инструмент. Это объемы. Использовать его и посмотреть, на каком уровне были сильные покупки и продажи, то есть какие объемы, на каком уровне. Здесь у нас может локально быть сопротивление ценовое. Здесь у нас локально поддержка. Далее, что мы можем еще сделать? Здесь японские свечи, есть бары, есть линии, то, как привык торговать, то, как у кого получается. Здесь мы можем добавить биткоин как ценовую шкалу. Это очень важно, поскольку вы видите, что когда биткоин идет на коррекцию, и вы видите, когда он идет, вы тоже анализируете этот график, мы видим, что другие криптовалюты также идут на коррекцию, и мы видим, где
альткоины падают больше, чем сам биткоин. Это тоже нужно учитывать, но в основном мы видим скорейшую коррекцию по альткоинам. То есть может быть где-то с запозданием, но глобально все повторяется, график становится таким же, как и биткоин. Индикаторы и стратегии. Здесь мы можем добавить MACD, он добавился. Полосы. Объем. И пробовать работать с этими индикаторами, анализировать. Если вам нужно закрыть какой-то индикатор, нажимаете крестик, оставляете индикаторы, которые вам необходимы. Вот у нас есть объемы покупок-продаж, вот у нас есть MACD, есть. Можем поменять на другой индикатор. На каждом из таймфреймов также индикаторы меняются, меняют свои показания. Вот, кстати, я хотел показать, вот биткоин идет на коррекцию, что 4 часа можно посмотреть. Вот у нас поднятие цены, разворот и разворот цены на альткоинах. Ну, все остальное вам пока не нужно. Пока вот так вот чертите, думайте, как пойдет цена, используйте разные индикаторы и соблюдайте всегда риски. Потому что у вас в какой-то момент может быть каша в голове, вы можете не понимать, что происходит, но, как говорится, больше. И вам я посоветую просто больше практиковаться, смотреть на графики, смотреть за закрытием свечей, читать больше литературы. И тогда у вас будет все успешно. Я всегда сравнивал трейдинг с любым другим видом деятельности, поскольку если рассмотреть тоже, допустим, тренажерку, то вы не можете прийти и сразу поднять 200 килограмм. Вам нужны ежедневные тренировки для того, чтобы потом стать мастером. Также вы не можете сразу сесть в машину и с первого раза поехать. То есть у вас все равно будет ситуация, где вы заглохнете, либо на подъеме каком-то, потому что у вас нет навыков. И эти навыки нужно приобретать. В случае с тренажеркой и машинами это все, в принципе, элементарно. Вы понимаете, что делать. В этом случае все запутано. Вы видите большие проценты, но никак не получается сохранить свой баланс депозит. Поэтому вам приходится, ну или придется, да, использовать такие приложения, которые могут вам помочь в вашем трейдинге, в вашем заработке денег осознанно, именно осознанно зарабатывать. Всем спасибо за просмотр видео, всем удачной торговли и всем пока.